Привет всем любителям дронов! Сегодня мы поговорим про DJI Mini 3 Pro и ошибку, которая на нем возникает с кодом 364 из 5 цифр состоящий. Значит, с этой ошибкой дрон не может взлететь, взлет невозможен, каких-то подробностей нет, все. Сейчас про историю, откуда все это взялось. Конец августа, начало сентября. Появляется в нашем чатике первый человек с этой ошибкой. Ничего конкретно не может сказать, откуда взялось, просто появилось. Ему ничем помочь, соответственно, никто не может. Начинаю гуглить на форумах DJI. Тема есть такая, но ответов мало, конкретики никакой. Окей, ситуацию отпускаем. Проходит чуть больше недели. Уже получается сегодня 9 у нас сентября. Еще люди появляются в чате, еще люди появляются в других чатах. Ошибка становится чаще. И уже начинают грешить на патч RC пульта для активации FCC 5.8. Я такой, не могу понять, а где связь между пультом, дроном натянуть не могу, мои познания не могут сказать, что пульт виноват в этом. Я, наоборот, связи никакой не вижу. Снова начинаю гуглить этот вопрос за бугром, захожу на форумы DJI, вижу несколько уже тем, не одну, и много ответов. Часть людей просто сдают дрон по гарантии, часть вспоминают, что они DJI ассистент подключали. Вот, и тут я решаю просто проверить наверняка. Последний, кстати, человек, с которым мы общались по этой ошибке, вспомнил, что когда он ставил ассистент, чтобы пропатчить пульт DJI RC, и в этот момент он скидывал фотки с дрона. И сказал, что не исключено, что это был ассистент. Я захожу на сайт DJI, смотрю, какая версия ассистента последняя, 2.1.11 от 25 августа. У меня стоял 2.1.10, с ней проблем точно не было на тот момент. Вот, я обновляю ассистент и просто решаю подключить свой дрон, посмотреть, сказать, выяснить, в этом проблема или нет. И сейчас я вам это, скорее всего, уже показываю, потому что я это записывал на iPhone. Я подключаю дрон, у меня высвечивается какая-то ошибка, связанная с прошивкой и модулями дрона. Я ее игнорирую, отключаю дрон, ничего не делая с ним. И все, и ловлю эту ошибку 364 на своем пульте. Итак, что делать, чтобы не попасть на эту ошибку? Если у вас нет этой ошибки, вы просто не подключаете дрон к компьютеру, когда там запущен ассистент. Скорее всего, надо нажать на кнопку Mini 3, чтобы он подключился к нему, так сказать, запросил информацию. Но лучше вообще не подключать дрон, когда у вас запущена эта программа, чтобы случайно не нарваться. Если уж на то пошло, то можно всегда вытащить SD-карту и через картридер все скачать. Если у вас есть эта ошибка, прошу прощения, то, к сожалению, вы ничего сделать уже не сможете. Не откалибровать дрон не поможет, не перепрошить, не откалибровать датчики, ничего не помогает, только ждать. Вот буквально минут 5 назад нам в Телеграме люди из Китая написали, что проблема известная, техподдержка DJI сказала, что проблема известная, над ней работают, и фикс будет с помощью прошивки дрона. Может быть, ассистент новый выпустят, но это уже не так важно. То есть, если у вас есть эта прошивка, как и у меня, то есть вы сделать ничего не можете, остается только ждать. Точных чисел, когда будет прошивка, тоже нету. Такая вот история. Поэтому расскажите своим друзьям, у кого есть Mini 3, знакомым, чтобы они просто не подключали дрон к компу, и они будут летать. Потому что я представьте себе ситуацию, если вам, например, на следующей неделе нужно ехать, или на следующей неделе послезавтра ехать в горы, неважно. Потому что на следующей неделе уже, может, и фикс выйдет. И вы выезжаете с дроном, до этого подключили к ассистенту, и вы просто не можете взлететь на вашей локации. Вот я представляю, какие эмоции человек испытывает со своим, кстати, новым дроном. Поэтому DJI Mini 3 однозначно сыроватый дрон. Глюки присутствуют в полете. Но все это будет, конечно, исправлено, но со временем, увы. Вот такая вот грустная история. К сожалению, DJI допускают ошибки. Кстати, если вы хотите усилить сигнал, улучшить качество связи, улетать дальше, открыть диапазон 5.8, чтобы комфортнее летать в городе на Mini 3 либо Mini 3 Pro, можете установить туда FCC hack с открытием диапазона 5.8 на DJI RC, вот такой пульт, либо на RC Pro на черный с антеннами, либо даже на смарт-контроллер можно, чтобы летать на Mavic 2 Air 2S. Подробности можете почитать под видео в ссылке, там все будет информация. Так что такая вот история грустная, но, к сожалению, пока что ждем. Всем спасибо.